Всем привет, с вами Виктория Ню. Это видеообзор на дип-систему от компании Born Pretty. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Всем приятного просмотра. Также в этом видео рассмотрим 3 варианта наращивания ногтей при помощи дип-системы. База, активатор, топ и жидкость для очищения кисточек находятся в фирменных пластиковых флаконах, в каждом из которых по 7 мл. Гель-пудра представлена в фирменных прозрачных пластиковых баночках, в каждой из которых по 10 мл продукта. На официальном сайте компании Born Pretty и в официальном магазине на AliExpress представлены гель-пудры различных цветов. Флаконы небольшие, легкие, в каждом флаконе есть ограничитель. В данной дип-системе база и топ взаимозаменяемы. Что это и как это, рассказываю в одном из своих видео. Ссылочку на видео оставлю в инфобоксе. В данной дип-системе активатор имеет парфюмированную отдушку. Производители позаботились о том, чтобы смягчить неприятный резкий запах. Ну и в флаконе под номером 4 ацетоносодержащая жидкость для очищения кисточек. Каждая баночка с пудрой герметично упакована и зафольгирована. Каждая пудра мелкого помола, но имейте в виду, что базовые пудры имеют самый мелкий помол. Поэтому первым слоем рекомендуют использовать базовую пудру. Гель-пудра под номером BPDP10 «Чистое сердце» – это ярко-красный оттенок. BPDP04 – это светло-розовая базовая пудра, на ноготках она будет практически не видна. Розовая пудра в сочетании с BPDP03 – это белая гель-пудра, может получиться неплохой френч. Прозрачная базовая пудра в линейке от Born Pretty под номером BPDP01. Ну а свои ноготки я решила покрыть пудрой с блесками под номером BPDP08. На обезжиренный ноготок наношу тонкий слой базы, отступив пару миллиметров от линии кутикулы, и затем погружаю ноготок в пудру. Стряхиваю лишнюю пудру, а через 30 секунд мягкой кисточкой еще раз смахиваю лишнюю пудру с ноготка. Затем наношу второй слой базы, уже как можно ближе к кутикуле. После этого погружаю ноготок снова в пудру. В очередной раз смахиваю лишнюю пудру мягкой кисточкой и наношу активатор. Чуть больше, чем через 30 секунд покрытие станет твердым и можно приступать к опилу. Пилочкой абразивностью 100-180 грит придаю форму, а бафиком шлифую поверхность. После опила покрываю ноготок топом. Все, наше покрытие готово. Скорее всего, вы уже успели заметить, что мизинец у меня совсем коротыш. Вот его-то я и буду наращивать аж 3 раза. В первом случае я буду использовать обычные бумажные формы. Поставила форму и дальше делаю все точно так же, как делаю при обычном покрытии дип-системой. Наношу первый тонкий слой базы, отступив пару миллиметров от линии кутикулы. Так как погружать ноготок с формой в баночку немного неудобно, поэтому я буду присыпать пудру сверху. В данном случае я использую специальный лоток, но это можно делать над салфеткой. Главное, чтобы вы потом могли легко собрать неиспользуемую пудру снова в баночку. Теперь наношу второй слой базы уже как можно ближе к кутикуле и также присыпаю пудрой все покрытие. Идеальное моделирование, безупречная архитектура нарощенного ноготка дип-системой возможна, только если ваши собственные ноготки близки к совершенству. Безусловно, хорошего результата добиться можно, но это уже будет не так легко и просто. Ну а для тех, кого устраивает своя форма ногтей, я продолжаю наращивание. Наношу активатор, жду 30-40 секунд и снимаю форму. После снятия формы в течение пары минут свободный край будет податливым. За это время можно немного придать форму вашему нарощенному ноготку. Можно слегка поджать нарощенную часть ноготка для того, чтобы форма ноготка была более арочной. Но это опять-таки остается исключительно на ваше усмотрение. Но когда свободный край полностью застынет, я наношу третий слой базы и снова погружаю ноготок в пудру. Для укрепления своих ноготков мне достаточно 2 слоев базы, но при наращивании я покрываю ноготки 3 слоями базы. Это обеспечивает, если можно так выразиться, прочность конструкции. Ну а дальше все как по инструкции: активатор, опил и слой топа. Вот так выглядит ноготок после опила. Укрепление своих ноготков и наращивание дип-системой – это очень прочное покрытие. Но это совсем не значит, что такими ноготками можно откручивать болтики. Теперь остается перекрыть ноготок топом, и вот нарощенный ноготок готов.
Напомню, что это наращивание я делала при помощи бумажных форм, но не всегда ноготок ломается так, что можно подставить бумажную форму. Поэтому для следующего наращивания я буду использовать специальную самоклеющую ленту для ремонта ногтей. Отрезаю подходящий по размеру кусочек ленты и приклеиваю его на ноготок. Затем наношу первый слой базы, так чтобы лента полностью ею пропиталась. После этого все обильно присыпаю пудрой. Через 10-15 секунд я стряхиваю кисточкой лишнюю пудру, и после этого можно будет наносить второй слой базы. Второй слой базы я уже буду наносить как можно ближе к кутикуле и точно так же обильно посыпать пудрой. Такая шелковая самоклеющая лента для ремонта ноготков недорогая, но при этом, на мой взгляд, довольно нужная вещь, особенно для тех девушек, которые ухаживают сами за своими натуральными ноготками. С такой лентой ремонт ноготка пройдет быстрее и приятней. Ну а я тем временем наношу активатор. Примерно через 30 секунд нарощенная часть ноготка начнет потихоньку застывать. У вас будет достаточно времени для того, чтобы немного подкорректировать форму. Затем я нанесу еще один третий слой базы и хорошенько присыплю пудрой. Через 30 секунд смахну лишнюю пудру и нанесу активатор, для того, чтобы последний третий слой базы хорошо затвердел. К сожалению, этот этап у меня не записался, так как я забыла включить кнопку «Запись». Ну а после того, как третий слой хорошо застынет, я перехожу к опилу. Тут в принципе ничего особенного, вы придаете ноготку ту форму, которую вы хотите. Ну и конечно же корректируйте длину нарощенного ноготка. А после опила перекрываем ноготок топом. В принципе оба этих наращивания друг от друга мало чем отличаются. Просто в первом случае мы использовали бумажную форму и подставляли ее под ноготок, а во втором случае мы использовали шелковую ленту и создавали форму поверх ноготка. Третий способ, как по мне, еще проще, ведь тут форма уже готова. Третий способ – это будет наращивание при помощи типс, и нам остается только подобрать нужный размер. Такие типсы бывают различных форм, они клеятся не на все ногтевое ложе, а только на край. Я приклеила подходящую по размеру типсу на ноготок, и для того, чтобы типса хорошо держалась, я закреплю это все дип-системой. 2 слоя базы с пудрой, активатор, опил и топ, и этого будет вполне достаточно для того, чтобы такое наращивание прочно держалось. Интересно было бы узнать, какой из 3 вариантов вам приглянулся больше всего. Поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Дип-система от Born Pretty – это третья дип-система, которую я тестирую. Да, между ними есть кое-какие отличия, но каждая из них укрепит ваши ногти так, словно их покрыли тонким слоем железобетонного раствора. На сегодняшний день ни одна из дип-систем не вызвала у меня аллергической реакции, хотя у меня есть такая реакция на некоторые гелевые материалы. Ну что ж, вот такой обзор у меня в итоге получился. Если вам понравился обзор или я была для вас хоть чем-то полезна, поддержите меня пальчиком вверх. Ну а я желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!